Народ, примите наши поздравления. Мы дождались. 1,5 года в октагоне не появлялась легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко. 1,5 года мы жили в ожидании следующего соперника последнего императора и смотрели, как Конор скачет на пенсию и назад. И наконец свершилось. 24 октября Федор подерется в главном событии турнира Bellator Moscow. Схватка пройдет в столице России, а оппонентом Феди станет, увы, не обещанный Алистар Аверим и даже не Дос Сантос с Вердумом, а средненький боец Тимоти Джонсон. Хочешь знать, на что поставить в поединке лучшего бойца всех времен? Даем 3 секунды на то, чтобы поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это важно для продвижения канала. Решение главы Bellator подписать Федора было воспринято фан-базой ММА с восторгом. Второй промоушен США подарил нам прекрасный турнир «Восьмерку», где и принял участие наш боец. Емельяненко классно проходил соперников до стадии финала, где оступился на Райане Бейдере. Американский чемп разбил легенду без вопросов, но Федор решил на этом не останавливаться. Кто такой Тимоти Джонсон? Беллатору незачем работать над имиджем Федора, скорее наоборот. Слава последнего императора дает организации возможность развиваться, зарабатывать и прогрессировать. Промоушен уже давно занимается тем, что скупает списанных из UFC атлетов. Им когда-то стал и Тим Джонсон. Американец всегда был довольно средним бойцом. Парень явно обладает нокаутирующей мощью и предстает перед публикой типичным тяжем. У него посредственные навыки в борьбе, 5 раундов Джонсон проходит крайне плохо, а держак бойца уже несколько раз его подводил. Тем не менее, в Белике он смог добиться стрика в 3 победы. Для начала Тим разбил бойца с заветным ноликом Тайрила Фортуна, полностью обезобразив его рекорд, а далее оказался сильнее более именитых Мэтта Митриона и Чейка Конга, что и привело американца к бою за временный пояс. Но его Джонсон так и не примерил, а все потому, что по ту сторону октагона стоял наш Валентин Молдавский. Подобных околомешков Валентин по ходу карьеры разбил с десяток и предсказуемо выиграл единогласным решением, что в очередной раз поставило Джонсона на место. Зачем Федору бой? Помните, каким было первое возвращение последнего императора в смешанное единоборство? Для тех, кто в 2015-м не следил за ММА, расскажем. Под самое окончание карьеры против легенды уже начали выставлять мешков. Уровень Strikeforce он не вывозил, уступив подряд сразу 3 именитым бойцам. В сторонних лигах же в роли его оппозиции выступали либо списанные бойцы, либо те, кто еще в начале карьеры ни на что не претендовал. Так Емельяненко покинул ММА на стрике из 3 побед. Вернувшись, Федя сразился с Джадипом Сингхом. Кто это? Да мы сами не знаем и даже смотреть не будем. У него было 2 победы в рекорде, но очевидно, что он выставлялся на убой. Так и случилось. Под эгидой Ryzen Федор легко выиграл уже в 1-м раунде. Ну а дальше был один из самых странных моментов для наших промоушенов. Емельяненко сразился с Фабио Мальдонадо. Бразилец долгое время выступал в UFC. Но к моменту боя с Федором пик его формы давно был позади. Как оказалось, даже такого Мальдонадо хватило для полного декласса в 1-м же раунде. Федор буквально выживал в клетке, и только нерешительность рефери помогла ему избежать поражения. Дальше, однако, Емельяненко успел восстановиться и невероятно спорным вердиктом судей бой забрал. После решение пересмотрели, но именно тогда у фан-базы последнего императора возник вопрос: а не пора ли ему бить блогеров на хардкоре? Жаль, что такой организации тогда вообще не было. Понятно, что сейчас Федор является одним из самых высокооплачиваемых бойцов мира. В поп-ММА или выставочный бокс он пойдет вряд ли, и потому на старости Емельяненко хочет заработать по максимуму. Но почему именно Джонсон? Ведь боец он далеко не самый слабый и, будем откровенны, особо неинтересный. А этому есть объяснение. В случае победы последний император сможет приблизиться к титульнику вновь. И учитывая, как слабо Бейдер провел бой с учеником Емельяненко-Немковым, у Федора есть все шансы забрать победу в схватке. Здесь он не только за деньгами. Признание и пробитая дорога к титульнику значит для него как минимум не меньше. Да и в целом легенды должны уходить, как Сен-Пьер и Хабиб, с поясом в руках и восторженными фанатами за спиной. Прогноз.
Вот мы и подобрались к главному. При всем уважении к Джонсону, боец он невероятно среднего посева. Да, у него есть сильные стороны, вроде мощного и опасного удара, определенной непредсказуемости и качественного футворка, но хватает и минусов, к которым мы отнесем держак, посредственные навыки грэпплинга и проблемы с выносливостью. Дерется Федор точно лучше. Пусть это уже не тот взрывной нокаутер из нулевых, но в случае зарубы попадать он будет чаще и плотнее. У Джонсона не самый плохой ударный арсенал, но ударки Федора он проигрывает. В борьбе же без вопросов лучше будет Емельяненко. И здесь мы подходим к самому главному. Казалось бы, Федор лидер по ключевым аспектам, у него более мощный удар и он куда лучше развит в грэпплинге. Но держак Емельяненко оставляет желать лучшего, и одно попадание Джонсона может сложить нашего бойца. Но запросто может быть и наоборот. Федор попадет мощным оверхендом, к которому Тим будет не готов. Но в этой схватке мы рекомендуем поставить на досрочное завершение поединка. Подобный вариант развития событий выглядит самым логичным. Как вам прогноз? Согласны ли вы с нашим мнением и ждете ли вы боя Федора? Оставляйте свои мысли в комментариях и не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Скоро услышимся.